Приветствую вас на канале Бусинка. Сегодня будем плести вот такое вот замечательное колечко. Образец для вас я подготовила. Вот оно поближе. Для создания этого кольца нам понадобится бисер 3 цветов. Это черный, белый и красный. Красный по желанию можете заменить бордовым. Также для вас я подготовила вот такую вот схемку этого кольца. По этой схемке мы сегодня будем плести. Итак, приступаем. Начинать плетение мы будем отсюда. Сначала нанизываем первый ряд 8 бисерин. Но прежде всего нам надо взять одну бисерину, надеть ее в иголку, пропустить через рабочую нить, оставить небольшой кончик, вот у меня он приблизительно вот такой вот, и закрепить эту нить, обойти эту бисерину, обойти ее 2 раза нитью. Она у нас будет фиксировать нашу работу. Потом в конце мы ее распустим. Так, сделали. Сейчас набираем на иголку 8 красных бисерин. Две, 4, 6, 8. Мы набрали 8 бисерин, это будет для первого ряда. Придерживаем нить, набираем одну красную бисерину, пропускаем верхнюю бисерину и во вторую сверху иголкой по направлению вниз заходим. Вот так у вас должно получиться. Набираем еще одну красную бисерину. Смотрите внимательно. Рабочая нить выходит вот из этой бисерины. Одну бисерину пропускаем и в следующую, во вторую бисерину вводим иглу с нитью по направлению сверху вниз. Придерживаем при этом нашу работу и контролируем натяжение нити. Вот, потянули. Сейчас все поправим. Набираем еще одну красную бисерину. Опять нить у нас выходит отсюда. Пропускаем одну красную бисерину и в следующую по направлению сверху вниз вводим иглу. Нам понадобится еще одна красная бисерина. Набираем. Вот отсюда у нас выходит нить. Пропускаем одну бисерину и набираем в последнюю. Итак, теперь поправляем нашу работу. Ровно размещаем бисерины. С помощью иглы расправляем. Подтягиваем нить. Вот что должно у вас получиться. Далее делаем следующий ряд. Набираем одну красную бисерину и вводим ее во вторую. Эту не считаем. Первая, вторая по направлению снизу вверх. Набираем еще одну красную бисерину, одну бусину пропускаем, во вторую вводим по направлению снизу вверх.
Подтягиваем нить. Опять набираем одну красную бисерину. Вот отсюда у нас выходит нить. Одну бисерину пропускаем, в следующую вводим иглу. Набираем одну красную бисерину, верхнюю вводим иглу по направлению снизу вверх. Итак, вот это у вас должно получиться. Если посмотреть по нашей схемке, вот здесь начало, набираем еще один ряд красных бисерин. Одна бисерина во вторую, вот сюда по направлению сверху вниз вводим иглу. Опять набираем одну красную бисерину по направлению сверху вниз, вот сюда вот вводим иглу. Подтягиваем рабочую нить. Набираем еще одну красную бисерину, одну пропускаем, в следующую вводим иглу по направлению сверху вниз, вот сюда. Набираем еще одну красную бисерину, одну пропускаем, в следующую вводим иглу по направлению сверху вниз, вот сюда. Вот что у вас должно получиться. Теперь набираем одну черную бисерину. Так, сейчас здесь нужно хорошо фиксировать нашу работу. Вот так вот. Набрали мы одну черную бисерину. Входим во вторую бисерину, красную, по направлению снизу вверх. Дальше до конца ряда нам будет он состоять только с красных бисерин. Набираем опять одну красную бисерину, во вторую бисерину вводим иглу снизу вверх по направлению. Вот так, чтобы вам лучше было видно. Еще одну красную снизу вверх по направлению. Вот так вот сюда. Еще одну красную бисерину вот в эту последнюю вводим иглу. Хорошенько стягиваем плетение. Сейчас набираем одну красную бисерину, вводим иглу, вот первая во вторую, то есть первую выступающую бисерину, направление сверху вниз. Еще одну красную сверху вниз во вторую выступающую. Еще одну красную, одну пропускаем, следующую
Теперь, согласно нашей схемке, мы набираем одну черную бисерину и входим иглой вот в эту, сверху вниз направление. Вот. Что у вас должно получиться? Следующий ряд. Набираем одну черную бисерину, входим иглой по направлению снизу вверх, вот сюда, вот во вторую черную вводим иглу. Набираем еще одну черную бисерину, вводим ее во вторую красную, вот сюда, снизу вверх направление. Дальше набираем одну красную бисерину, во вторую после нашей нити вводим иглу, направление снизу вверх. Еще одну красную, вводим иглу в эту верхнюю бисерину, снизу вверх направление. Подтягиваем наше плетение. Вот так вот у вас должно получиться. Теперь набираем одну красную бисерину, вводим ее в вторую красную бисерину, направление сверху вниз. Еще одну красную бисерину, во вторую после нашей нити сверху вниз направление. Теперь набираем одну черную бисерину, вводим ее в первую черную, вот сюда вот, по направлению сверху вниз. Подтягиваем нить, придерживаем натяжение пальцами. Теперь набираем одну белую бисерину и вводим иглу в последнюю вот эту вот черную бисерину по направлению сверху вниз. Вот у нас уже начинает образовываться наш узор. Далее набираем одну черную бисерину, вводим иглу в белую бисерину по направлению снизу вверх. Опять набираем одну белую бисерину, вводим иглу в вторую черную бисерину, направление снизу вверх. Придерживаем рабочую нить и расправляем бисерины. Набираем одну черную бисерину, вводим в вторую красную снизу вверх. Набираем одну красную бисерину, вводим в вот эту вот верхнюю красную бисерину, направление снизу вверх. Итак, набираем одну красную бисерину, вводим ее во вторую по направлению сверху вниз. Расправляем нашу нить, чтобы не было узелков.
Набираем одну черную бисерину, вводим ее в первую черную по направлению сверху вниз. Набираем теперь одну белую бисеринку, вводим ее в первую белую, вот сюда вот, сверху вниз направление. Теперь набираем еще одну белую бисеринку, вводим ее в вот эту вот нижнюю черную бисеринку. Набираем одну черную бисеринку, вводим ее в первую белую по направлению снизу вверх. Набираем одну черную бисеринку, вводим ее во вторую белую снизу вверх. Вот что у нас получается. Так, набираем одну белую бисеринку, вводим иглу во вторую черную, вот сюда, направление снизу вверх. Набираем теперь одну черную бисеринку, вводим ее в верхнюю красную бисерину. Итак, мы уже почти в центре нашего элемента. Набираем одну черную бисерину, вводим ее в первую черную по направлению сверху вниз. Теперь набираем одну белую бисерину и вводим ее в вот эту вот первую белую. Одну черную бисерину, вот через одну бисерину, вот в эту вот черную по направлению сверху вниз. Набираем одну белую бисерину и вводим ее вот эту вот нижнюю черную бисерину по направлению сверху вниз. Вот что у нас должно получиться. Опять набираем одну черную бисерину, вводим иглу вот в эту вот первую белую бисерину по направлению снизу вверх. Придерживаем при этом нашу работу. Набираем одну черную бисерину по направлению снизу вверх, вводим во вторую черную. Набираем одну черную бисерину, вводим ее вот в эту вот вторую белую по направлению снизу вверх. Поправляем иголкой. Так, сейчас набираем одну белую бисеринку и вводим иглу в черную верхнюю бисерину по направлению снизу вверх. Затягиваем нить, смотрим, что у нас получается.
Вот что у вас должно выйти. Теперь набираем одну черную бисерину, вводим иглу в первую белую, вот в эту, по направлению сверху вниз. Поправляем иглой натяжение нити, подтягиваем немножко, придерживаем. Вот. Набираем одну белую бисеринку, вводим иглу в эту вот черную бисерину по направлению сверху вниз. Набираем одну черную бисеринку, вводим вот в эту вторую черную бисеринку по направлению сверху вниз. Набираем одну белую бисеринку, вводим ее в нижнюю черную бисеринку по направлению сверху вниз. Вот что должно у вас получиться. Теперь набираем одну черную бисеринку, вводим ее в первую белую, вот эту вот, снизу вверх направление. Поправляем нашу нить, подтягиваем. Вот. Набираем одну черную бисеринку и вводим иглу первая, вторая во вторую черную бисеринку в направлении снизу вверх. Вот. У нас образуется черный треугольник, белый треугольник, и в центре него вот такой вот замечательный черный треугольник. Набираем одну белую бисеринку и входим иглой, вот первая черная после нашей нити, во вторую, то есть в первую белую по направлению снизу вверх. Подтягиваем нашу нить. Теперь набираем одну черную бисеринку и вводим иглу вот в эту вот самую верхнюю черную бисеринку направлением снизу вверх. Итак, давайте посмотрим, что у нас получается. Этот ряд: черная бисеринка, черная, белая, черная. Следующий ряд. Сейчас набираем одну красную бисеринку, вводим иглу в вторую черную бисеринку вот сюда по направлению сверху, вот так, сверху вниз, вот сюда. Вот как вы видите, часть узора у нас уже сделана. Теперь набираем одну черную бисеринку и вводим иглу после нашей рабочей нити, первая белая, вторая, по направлению сверху вниз, вот сюда вот. Набираем одну белую бисеринку, проходим иглой вот в эту вот черную по направлению сверху вниз. Опять набираем белую бисеринку, проходим иглой вот в эту вот нижнюю черную бисерину по направлению сверху вниз. Мы уже почти закончили наш узор. Следующий ряд. Набираем одну черную бисеринку, проходим иглой вот в эту вот первую белую по направлению снизу вверх.
Придерживаем хорошо наше плетение. Подтягиваем нить. Набираем одну белую бисеринку. Входим иглой по направлению снизу вверх вот в эту вот белую бисеринку. Вот сюда. У нас уже почти белый треугольник. Тут еще надо одну бисеринку, но это уже будет на следующем ряду. Сейчас набираем одну черную, входим в вот эту вот первую черную, набираем одну красную, входим в вот эту вот верхнюю красную по направлению снизу вверх. Вот что должно получиться. Набираем одну красную, входим во вторую красную сверху вниз. Подтягиваем нить иглой. Вот что у нас получается. Так, набираем одну красную, входим в эту вот черную по направлению сверху вниз. Набираем одну черную бисеринку, входим во вторую. Вот наша нить, первая, вторая, вторую белую. И набираем последнюю в этом плетении белую бисеринку. Входим иглой вот в эту вот нижнюю черную бисеринку по направлению сверху вниз. Придерживаем работу, натягиваем нашу рабочую нить. Вот что у нас получается. Смотрите, какая красота. Набираем одну черную бисеринку, входим иглой в эту вот белую по направлению снизу вверх. Опять набираем одну черную бисеринку, входим вот в эту вот первую черную бисеринку. Набираем одну красную, входим вот в первую красную, вот сюда вот, вот так. Набираем еще одну красную, входим в вот эту вот верхнюю бисеринку по направлению снизу вверх. Набираем одну красную бисеринку, спускаемся вот эту вот вторую бисеринку. Набираем одну красную, входим вот в эту вот по направлению сверху вниз. Вот что получается. Набираем и еще одну красную, входим вот первая, вторая, во вторую черную. Набираем еще одну черную бисеринку, входим вот в эту вот нижнюю черную бисеринку, направление иглы сверху вниз. Ну вот, вот такая вот красота у нас получается. Набираем еще одну черную бисеринку, входим в вот эту вот вторую, первая, вторая, по направлению снизу вверх. Вот такой
у нас образовался треугольник. На этом плетение черным бисером у нас закончилось. Теперь будем плести только красным бисером. Набираем одну красную, опять одну красную, красную, вот что должно у вас получиться. Набираем красную бисерину одну, проходим иглой во вторую красную сверху вниз. Опять набираем одну красную, проходим иглой во вторую сверху вниз. Опять одну красную сверху вниз. И одну красную, черную. По такому принципу, подплетая в каждом ряду красные бисерины, вы доделываете сами до нужной вам длины. Встретимся в конце плетения, я покажу вам, как шить это все вместе. Я уже сделала необходимую мне длину, у меня вышло 27 рядов, если считать вот по этих бисеринках. Внимание! Заканчиваться плетение должно так, чтобы вот сюда мы могли сшить стык в стык. Вот так вот. Теперь будем сшивать все плетение наше вместе. Смотрим, наша рабочая нить выходит отсюда. Значит, вводим иглу в начало плетения, вот эту вот бисеринку. Подтягиваем нить. Теперь вводим иглу вот сюда вот, сверху вниз по направлению. Вот так вам будет лучше видно. Теперь вот в эту вот бисеринку сверху вниз. Теперь вот эту вот сверху вниз. Вот что у нас получается. Вот так вот. Теперь вот эту сверху вниз. Вот эту сверху вниз. Теперь вот эту сверху вниз и сюда вот сверху вниз. Затягиваем нашу нить. Вот что у нас получается. Проходим иглой первую, придерживаем кончик нити, обратно вот сюда вот. Теперь нам надо распутать вот эту вот бисерину. Для этого иглой мы ее немножко подденем.
Все, мы ее сняли. И делаем узелок в конце нашей работы. Еще один узелок. Вот мы сшили, даже ничего не заметно. Проходим иглой вот следующую бисерину, еще одну, также делаем с второй нитью и нить обрезаем. Вот такое вот замечательное кольцо у нас получилось. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. Пока-пока.